Как избавиться от стосна, синдрома тревожного ожидания сексуальной неудачи, с помощью дыхания? Дело в том, что симптомы стосна, симптомы панической атаки, симптомы тревоги, они очень схожи. Что у нас происходит? У нас бьется сердце, у нас вообще тело колбасит, нас трясет, мы потеем, у нас в голове вообще непонятно, что происходит, там белиберда, куча всяких различных мыслей. И это все симптомы, которые относятся как к паническим атакам, так же как и к стосну, и к тревоге. Если про панические атаки сказать, то те люди, которые испытывали панические атаки, они понимают сейчас, о чем я говорю, либо те, у кого есть, либо был стосн. А когда у человека, допустим, паническая атака возникает, и ему говорят окружающие: ну что ты беспокоишься, что ты волнуешься, что ты там переживаешь, просто сядь и успокойся. Ну, на самом деле нельзя так просто, это какое-то детское мышление, это как ребенок говорит, нельзя просто сесть и успокоиться, когда происходит паническая атака. Либо при стосне, когда нету эрекции, она упала, и когда тебе кто-то дает совет: ну что ты, расслабься полностью, да и все, что такого-то, расслабился, эрекция появилась, и все, и нормальный половой контакт, и нормальная сексуальная жизнь, и так далее. Ну, это всего лишь слова. Вот теперь вернемся к симптомам. Тут есть три основных таких фактора, как избавиться с помощью дыхания от стосна, от панических атак, от тревог. Ну, сейчас я не про дыхание буду говорить, а к дыханию я сейчас вернусь и скажу саму практику, что нужно делать. А еще что нужно делать? Первое — это рационализация. Это если мы говорим опять же про стосн, про панические атаки, про тревоги. Что такое рационализация? Это полностью узнать, что это такое, что происходит с физическим телом, физико-химические реакции, что происходит в голове, какие виды бывают, классификация, какие последствия, как к этому готовиться. Ну, то есть мы полностью рационализируем знания, мы получаем информацию и мы понимаем вообще, что с нами происходит в плане психологическом и в плане физическом при стосне, при панической атаке, при тревоге. Второе, что мы делаем, это пытаемся уменьшить эмоциональные триггеры различные. Что я имею в виду? Это различные зависимости, это алкоголь, курение, порнофилия, это наркотики, это зависимость сладкого, да, любые зависимости, какие-то эмоциональные триггеры, это обстановка, это окружение, это место. То есть мы понижаем стресс, мы делаем все, чтобы стресс понизить. Мы создаем благоприятную атмосферу, обстановку с партнером, если мы сейчас говорим опять же про стосн. Мы занимаемся сексом не где-то в машине, там не знаю, с бухты-барахты договорились, а в том месте, где вам психологически комфортно, удобно, где вы спокойны, где вы расслаблены. Вот опять же, третий пункт. Первое — это рационализация. Второе — это уменьшение стресса и снижение эмоциональных различных триггеров и избавление, по возможности, опять же, избавление от различных зависимостей. А третье — это мы учимся расслабляться, вносим в свою жизнь, ну, допустим, берем пример про мужчин, про стосн. Очень часто бывает то, что стресса очень много, а мужики не расслабляются. Что я имею в виду под расслаблением? Это рыбалка, охота, прогулки в парке, это фотографировать, это снимать ролики, это читать книжки, смотреть фильмы. В общем, делать какие-либо действия в нашей жизни, чтобы элементарно расслабляться. Это медитация, это различные физические упражнения, йога, все что угодно. У каждого что-то есть свое. Для кого-то это просмотр исторических каналов, там, не знаю, что-то такое, где вы расслабляетесь, где вы получаете удовольствие, где вы психологически расслабляетесь, где вы физически расслабляетесь. А третий, самый основной пункт, и про что это видео, это работа с дыханием. Дыхание, опять же, работает то же самое, как и в панической атаке, при тревогах и при стосне. Нужно возвращать дыхание и на нем концентрироваться. Что я имею в виду? Вот, допустим, когда у человека паническая атака, человеку нужно подойти, по возможности ему сказать: начни дышать. Делай глубокий вдох носом и выдох. И про себя повторяй: вдох, выдох, вдох, выдох. То есть все внимание, которое есть вовне, мы переключаем на дыхание, и про себя мы дышим носом, и про себя повторяем вдох, выдох. То же самое и со стосном. Дело в том, что вот по поводу стосна и по поводу дыхания. То есть у нас
Мы часто вспоминаем, что было в прошлом, какая была неудача, какой был первый сексуальный опыт. Мы вспоминаем какие-то сексуальные контакты, когда у нас не было эрекции, либо сразу же на будущее переключаемся, а в будущем у нас какая-либо тревога, вот опять у меня не будет эрекции, опять какой-то будет буллинг, опять я буду себя за это гнобить, то, что у меня нету в данный момент эрекции. То есть это все в будущем и в прошлом. А дыхание, оно здесь, сейчас, в настоящем. И мы с помощью дыхания возвращаем себя именно в настоящий момент. И вот мы дышим, вдох, выдох, и про себя повторяем вдох, выдох. То есть мы все внимание, которое есть во внешнем мире, переключаем внимание на внутренний мир, который у нас происходит. По возможности можно закрыть глаза, так быстрее происходит переключение внимания. Опять же, это и при тревогах, при стосне, при панической атаке. И вот теперь конкретная рекомендация. Вот у человека был такой, либо есть синдром стосн. Опять же, давайте даже сама аббревиатура. Синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи. Тревога то, что в будущем. На то, что мы не можем повлиять. Мы можем встретить там, не знаю, динозавра на улице, а может не встретим. Может завтра начнется там Третья мировая, а может не начнется. Эрекция может быть, а может быть и ее и не быть. То есть мы не можем на это повлиять. И то, что мы в будущем себе фантазируем, моделируем, воображаем, это всего лишь наша интерпретация. И наша задача при стосне, при панической атаке, при тревоге вернуть наше внимание в настоящий момент здесь, сейчас. С помощью, опять же, дыхания. Дыхание — это один из самых крутых инструментов возвращения в здесь, сейчас, именно в настоящее время. И тут есть очень много техник, практик, и диафрагмальное дыхание, и дыхание животом, грудью, носом, поочередное, дыхание на счеты. Но, как показывает практика, в ответственный момент, когда у вас стосн, когда вот-вот сейчас начнется половой контакт с девушкой, сами фрикции, вам не до этого. Как там правильно дышать, вспоминать, на счет, не на счет, носом, грудью. Это все дальнейшие практики, на это пока не обращайте внимания, просто про себя повторяйте. Вдох, выдох, вдох, выдох. И тут опять такой момент. Если вы думаете, то, что во время, когда фрикции пошли у вас уже с девушкой, и вы будете концентрироваться на дыхании, то эрекция у вас упадет. Потому что вы все свое внимание не с эрекцией переводите, а именно на дыхание. Это делается, практика с дыханием, перед самими фрикциями. Грубо говоря, создали там интимную обстановку, вот девушка, вот сейчас вы знаете то, что начнется секс, пошли в ванну, и буквально 30 секунд подышали. В ванну зашли, по возможности закрыли глаза и про себя повторяете. Вдох, выдох, дышите носом. Дыхание не нужно контролировать, не нужно его делать более глубоким, более спокойным. Через 30 секунд ваше физическое тело само начнет нормально дышать в своем темпе. Наша задача не контролировать дыхание. Задача дыхание, чтобы было естественным, свободным, но 30 секунд этого времени уделить, чтобы вернуться в настоящий момент здесь, сейчас. И тогда, когда вы вернулись в настоящий момент здесь, сейчас, и вы сейчас уже знаете то, что вы сейчас откроете двери в ванной, пойдете заниматься с девушкой сексом, фрикции будут определенные, у вас уже не будет этих телесных реакций, физических реакций, когда у вас будет сердце биться, когда у вас будут ноги трястись, вы будете потеть, у вас пересохнет во рту, у вас не будет ментальной какой-либо деятельности, то что а вдруг получится, а вдруг не получится, а если не получится, то что мне говорить, на что можно спереть, а потом вдруг у нас закончится с ней отношения, что она обо мне подумает. Вся эта ментальная деятельность уходит в будущее. Про будущее, про тревогу, это теперь все, это уже, как сказать, мы на этом не концентрируемся, мы концентрируемся именно на настоящем времени, на состоянии здесь и сейчас. И вот теперь конкретная рекомендация, опять же, как я уже говорил, про стосн, про панические атаки, про тревоги по работе с этим. Первое — это рационализация, как можно больше узнать, что, как, почему, какие виды, когда бывает, что нужно делать. Второе — это снижение различных стрессов, триггеров эмоциональных, которые подталкивают к этому. Третье — это увеличение расслабления в своей жизни. Просто научиться расслабляться в жизни, какие-либо действия делать именно для себя, не для кого-то, а именно для себя, как я говорил уже. И четвертое — это работа с дыханием. Направлять дыхание
даже не направлять, а направлять свое внимание на дыхание и про себя повторять вдох-выдох. И делать эту практику 30 секунд там в душе, в туалете, можно там, не знаю, на кухне сходить перед сексом, перед самой фрикцией, чтобы вернуться здесь сейчас, чтобы не быть в будущем, чтобы не переживать, а что же произойдет, будет эрекция, не будет опять там и так далее. Не вспоминать прошлое, потому что наша жизнь проходит именно в настоящем здесь сейчас. И сами фрикции, и сама любовь происходит именно в настоящем. И когда вы концентрируетесь на настоящем, тогда не имеет уже, как сказать, места быть и действия, которые были в прошлом, были в будущем. Ваш прошлый сексуальный опыт, которые были там неудачи. Мы не знаем, что будет в будущем. Мы всего лишь можем только предположить. Это различные тревоги и так далее. Мы концентрируемся на настоящем. Это вот конкретная рекомендация. Перед сексом 30 секунд пойти в душ, пойти в ванну, на кухню, отвлечься, закрыть глаза, дышать носом и про себя повторять вдох-выдох. Дыхание не контролировать, дыхание должно быть свободным, естественным. И после этого вы, когда выйдете из душа, из кухни или там из другого какого-то помещения, главное, чтобы вы остались одни, вы просто успокоились, вы совершенно будете другой человек. И у вас эрекция совершенно по-другому уже будет. Принцип действия именно эрекции. У вас ваши мысли, ваш ум, разум, там сознательное, бессознательное не будет овладевать тревога, страхи, паники, там стон и так далее. Вы уже будете в моменте, вы совершенно по-другому подойдете к этому половому акту, и он у вас совершенно по-другому уже случится. В этом видео я рассказал такие лайфхаки, как бороться со стосном, потому что и так же, как с паническими атаками, с тревогой, потому что симптомы, они очень похожи. И это одна из самых эффективных и наиболее... Есть большое количество методик, практик, упражнений, но все они сводятся вот к этим 4 пунктам, которые я перечислил. Если у вас есть какие-либо вопросы, то задавайте. У меня все. С вами был Сергей Витищенко, сексолог, психолог. Всего доброго. До свидания.